Всем привет, с вами Дэн, и напишите, кстати, в комменте, смотрели ли вы фильм «Большой Лебовски». Ладно, хуй с ним. Хуй с ним. Вот это ваш рецепт на все случаи жизни. Ну, для меня это один из самых моих любимых фильмов, я его просто обожаю, и особенно обожаю там одного героя, которого зовут Уолтер Собчак. Да это будет очень больно. Слышь, чувак, он твой партнер. Здесь все рехнулись. Я единственный, кому не насрать на правила. Так вот, этот самый герой у нас носил в этом фильме вот эти самые часы, которые G-Shock решил переиздать. А изначально эта модель вышла аж в 1992 году. И, в общем, получается, какое-то время не производилась, а теперь снова в строю. А сам фильм, кстати, «Большой Лебовский» вышел в 1998 году. И с тех пор эти часы уже стали называть как часы Уолтера. Трехглазики их еще называют. И понятное дело, что это прям такая классическая классика. А эти часы известны и как вот часы Уолтера, и как одна из первых моделей, которая появилась у G-Shock, поэтому у нее такое, знаете, двойное значение. То есть эта модель уже стала культовой как для фанатов кино, так и культовой для фанатов G-Shock. Потому что модель, как я напомню, 1992 года. При этом здесь есть все, наверное, такое олдскульное, базовые все характеристики для G-Shock. И называется, кстати, DV5901DR. Это модель, конкретно вот ту, которую вам показывали. Ну, это олдскул такой, да, здесь кварц плюс-минус 15 секунд в месяц, секундомер, ударопрочный, естественно, 200 метров водозащиты, куда же без этого, 5 будильников, полимерный корпус и ремешок полимерный, минеральное стекло, ну, кто бы сомневался, мировое время, календарь, люминесцентная подсветка, таймер и батарейка на целых 5 лет. И тройная индикация, это вот такая характерная особенность этой модели. Брал я их на Джуме где-то за 7000 рублей с купончиком. В общем, доступная весьма модель. В Creation Watches брал, ссылку оставлю в описании к этому ролику. Там есть некоторые разные версии у этой, но вот классическая и, насколько я понимаю, именно модель Уолтера, это именно вот эта версия с такой расцветкой. Ну что ж, значит, комплект у нас гарантийная карточка, инструкция, все стандартно для G-Shock, а дальше меня интересует еще размер. И вот по самой широкой части у нас получается практически 47, но если мы берем вот здесь, в этой части, то 44. Уже не так и много. Достаточно высокая модель, ну, old school, да, 15 мм. Ремешок в части крепления корпуса у нас 25, в узкой части, сколько здесь? 19. Они довольно-таки легенькие. И по весу, что у нас тут получается? Что получается? Да, 60 грамм. Ерунда. Ерунда. Для такой культовой модели. Ну вот они. Трехглазики, мое запястье 18,5. И что скажу про посадку? Легкие на запястье не чувствуются и очень удобно облегают запястье. Сидят хорошо, уверенно, нигде ничего не мешает. Ну, слушайте. Классика. Классика. Здесь вот за счет того, что такие закругления на ремешочке, посадка шикарная. Ремешок достаточно мягкий. Понятно, что это не каучук какой-нибудь, полимер все-таки простой. Но в принципе окей. В принципе окей. Для базовых действий, да, для боулинга, конечно. Для спортзала, я думаю, ну, в самый раз. С читаемостью здесь, ну, не самая, наверное, лучшая ситуация, поскольку маленький очень экранчик, где у нас указана дата, да, день недели, и маленьким-маленьким шрифтом указано текущее время плюс секунды, а всю основную часть циферблата занимают вот эти 3 глаза, которые несут такую, ну, больше информационную нагрузку. Да, тут будильник показывается, тут всякие настроечки, что выставлено, что поставлено. Ну, по большому счету, конечно, в плане юзабилити, я думаю, что это, наверное, не самая интересная модель. Но зато выглядит прикольно. Выглядит прикольно, и я бы даже назвал их, наверное, неудобными по циферблату.
Но исходя из того, что вот эти все 3 экранчика здесь так вот прям прикольно показывают, что что-то там движется, что-то работает, они такие молодежные, наверное, больше. Хотя герой в фильме носил их как раз такой суровый, суровый мужик. В общем, необычная модель для поклонников. Для поклонников. Я думаю, все остальные выберут что-нибудь более квадратное, где побольше сам вот этот циферблат электронный, где читаемость будет лучше. Ну, естественно, напишите ваше мнение, как вы считаете, что как, что к чему. Вот. Я думаю, что пора, наверное, уже и закругляться. Что тут смотреть? Макро мы никакой смотреть не будем. По поводу итогов я уже, наверное, все сказал. Модель фанатская, либо для фанатов G-Shock, либо для фанатов фильма. Спокойной ночи, милый принц. По юзабилити не самое, может быть, интересное, но зато немножко такой вот космический стиль. Хотел бы сказать 60-х, но нет, часы-то вышли в 90-х. Ну, в общем, вот как-то так, как-то так. За свою цену, наверное, все-таки окей, и для коллекции тем более окей, потому что, ну, там, плюс-минус 7 тысяч рублей, это ни о чем. На этом все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.